Мир уже не раз стоял на грани. Совсем недавно пандемия COVID-19, обрушившая рынки и экономику, банковские кризисы, падение фондовых индексов, нестабильность мировой торговли и глобальная инфляция. Многие думают, что это что-то новое, но на самом деле все это мы уже проходили, и последствия были куда страшнее, чем может показаться. В этом видео мы разберем 4 самых страшных дня в истории мировой индустриальной экономики. Именно с них начался обвал, который перерос в величайший кризис и экономическую глобальную катастрофу такого масштаба, что она затронула не просто каждую семью в США, а почти все страны мира. Это история о том, как один день на бирже стал отправной точкой цепной реакции, которая буквально переписала судьбу 20 века. О том, как экономический крах открыл дверь к власти Адольфу Гитлеру, и как 4 катастрофических дня на Уолл-стрит привели к самому страшному и кровавому конфликту в истории человечества. И причем здесь Дональд Трамп? Потому что сегодня, спустя почти столетие, большое количество действий, риторика и экономическая политика Дональда Трампа пугающе напоминает то, что происходило в конце 1920-х годов. Та же вера в бесконечный рост, те же ошибки, игнорирование рисков, ультрапопулизм и опасная бравада с торговыми пошлинами на фоне надвигающейся катастрофы. Так что вопрос теперь не в том, почему это случилось тогда, а в том, не повторится ли это сегодня, прямо у нас на глазах. Я потратил реально огромное количество времени, чтобы собрать этот пазл, структурировать, проверить десятки источников и выдать вам максимально ясную и целостную картину. Начинаем. После окончания Первой мировой войны в 1918 году Соединенные Штаты Америки столкнулись с рядом значительных вызовов и перемен, которые сформировали экономический и социальный ландшафт страны на последующие десятилетия. В годы войны экономика США была ориентирована на военное производство, что стимулировало промышленный рост и занятость. Однако с окончанием боевых действий возникла необходимость переориентации промышленности на гражданские нужды. Этот переход был сопряжен с временным спадом производства и ростом безработицы, поскольку военные заказы резко сократились, а миллионы солдат вернулись на гражданский рынок труда. В этот период, известный как рецессия 1919-1920 годов, экономика США испытала значительное сокращение. Война также привела к высокой инфляции. Цены на многие продукты существенно выросли. Федеральная резервная система, стремясь сдержать инфляцию, повысила процентные ставки, что привело к удорожанию кредитов и сокращению денежной массы. Это усугубило экономический спад, вызвав волну банкротств и рост безработицы. Помимо экономических трудностей, страна столкнулась с социальными и политическими потрясениями. В 1918-1919 годах пандемия испанского гриппа унесла жизни сотен тысяч американцев, что наложило дополнительный отпечаток на общественное сознание. Внутриполитическая обстановка осложнялась ростом забастовочного движения, расовыми конфликтами и опасениями по поводу распространения коммунистических идей после революции в России. В ответ на эти вызовы президентская кампания 1920 года прошла под лозунгом «Возвращение к нормальности», и победу одержал Уоррен Хардинг, обещавший стабильность и спокойствие. После периода послевоенной нестабильности США вступили в десятилетие, известное как «Ревущие 20-е». Этот период характеризовался быстрым экономическим ростом, технологическими инновациями и значительными культурными изменениями. Массовое производство сделало автомобили, бытовую технику и другие товары доступными для среднего класса. Промышленность процветала, особенно автомобильная, киноиндустрия и радио. Электрификация городов и развитие инфраструктуры способствовали урбанизации и изменению образа жизни американцев. Общество переживало значительные изменения. Женщины получили право голоса, молодежь бросала вызов традиционным нормам поведения, распространялась джазовая музыка и культура ночных клубов. Рост доходов и доступность товаров в кредит способствовали формированию общества потребления. Однако это также привело к увеличению личной задолженности и спекулятивным инвестициям на фондовом рынке. Несмотря на общий оптимизм, не все слои общества ощутили на себе плоды экономического роста. Фермеры столкнулись с перепроизводством и падением цен на сельскохозяйственную продукцию, что привело многих из них к разорению. Рабочие в традиционных отраслях, таких как угольная промышленность, также испытывали трудности из-за стагнации и снижения заработной платы. Кроме того, рост доходов не был равномерным. Значительная часть богатства концентрировалась в руках небольшой группы населения, что усиливало социальное неравенство.
Биржевый крах 1929 года, ознаменовавший начало Великой депрессии, был вызван сочетанием нескольких ключевых факторов. Спекулятивный бум на фондовом рынке. В середине 1920-х годов наблюдался стремительный рост цен на акции, что привлекало как крупных инвесторов, так и обычных граждан. Многие из них приобретали акции, не основываясь на реальных показателях компании, а рассчитывая на продолжение роста цен. Для финансирования таких покупок часто использовались кредиты, предоставляемые банками под залог тех же акций. Это создало ситуацию, при которой значительная часть инвестиций была основана на заемных средствах, увеличивая риск финансовой нестабильности, перепроизводства и недостаточный контроль. Промышленное производство в США росло быстрыми темпами, однако рост предложения не всегда соответствовал реальному спросу. Это приводило к накоплению избыточных товаров на складах. Фермеры, в частности, страдали от перепроизводства сельскохозяйственной продукции, что вело к падению доходов и увеличению долговой нагрузки. Отсутствие эффективных механизмов регулирования и контроля за объемами производства усугубляло дисбаланс между предложением и спросом. Неустойчивая банковская система. Банковская система того времени была фрагментированной и слабо регулируемой. Многие банки предоставляли кредиты под высокие риски, особенно для инвестиций на фондовом рынке. Когда цены на акции начали падать, заемщики не смогли вернуть кредиты, что привело к банкротству многих банков. В результате вкладчики потеряли свои сбережения, что подрывало доверие к банковской системе в целом. Психологический фактор. Общий оптимизм и вера в бесконечный экономический рост способствовали игнорированию признаков надвигающегося кризиса. Инвесторы продолжали вкладывать средства в акции, несмотря на признаки перегрева рынка и несоответствия между реальной стоимостью компаний и их рыночной капитализацией. Когда началось падение цен, паника среди инвесторов привела к массовым продажам акций, что ускорило обвал рынка. Совокупность этих факторов создала пузырь, который в итоге лопнул в 1929 году, вызвав обвальное падение цен на акции и последующую цепную реакцию в экономике, известную как... Но об этом в конце видео. Уже за день до 24 октября инвесторы начали замечать первые признаки нестабильности. В течение предыдущего дня, 23 октября, котировки акций снизились примерно на 4,6%, что вызвало первые опасения. Несмотря на то, что многие участники рынка воспринимали падение как временную корректировку, слухи о возможном развале уже циркулировали через телеграфные сообщения и устаревшие информационные каналы. Накануне биржа выглядела относительно спокойно, однако давление спекулятивного пузыря становилось все более невыносимым. С самого начала открытия торгов на Нью-Йоркской фондовой бирже 24 октября атмосфера была пропитана тревогой. Уже в первые минуты после открытия наблюдался резкий спад котировок. Инвесторы, поняв, что цены на акции не могут расти бесконечно, начали массово продавать свои активы. На биржевом табло появились первые свидетельства паники. Цифры стремительно падали, а биржевые клерки пытались обрабатывать ордера в условиях растущего хаоса. Эта утренняя суета предвещала гораздо более глубокий обвал. В течение дня было продано около 12,9 миллиона акций. На то время это было рекордное число. Эта лавина продаж стала первым звоночком для инвесторов. Многие ранее доверявшие непрерывному росту рынка внезапно столкнулись с тем, что их ожидания оказались иллюзорными. В зале торгов царили крики, бегущие телефоны и напряженные взгляды. Все это свидетельствовало о том, что рынок вышел из-под контроля. В середине дня группа влиятельных банкиров и крупных инвесторов была вынуждена срочно собраться для экстренного совещания. Они пытались сдержать панику, выкупая акции с целью поддержания котировок и уверения инвесторов в стабильности финансовой системы. Однако даже их меры оказались недостаточными. Несмотря на кратковременное восстановление некоторых показателей, общее настроение оставалось подавленным, а рынок продолжал испытывать мощное давление распродаж. Многие участники считали, что падение лишь временная смета перед возвращением к нормальной торговле, однако на фоне происходящего это мнение быстро оказалось ошибочным. Черный четверг стал не только техническим обвалом, но и психологическим переломом. Для многих инвесторов этот день означал, что рынок, который казался почти неуязвимым, теперь может рухнуть в любой момент. Паника на бирже быстро начала сказываться на всей финансовой системе. Информация о резком падении распространялась медленно через устаревшие каналы связи, что еще больше усугубляло неопределенность. Многие участники рынка впервые ощутили, что их оптимизм и спекулятивные ожидания не соответствуют реальности, и страх перед дальнейшими потерями стал доминирующей.
эмоцией. Черная пятница стала продолжением панических распродаж, начавшихся накануне. Несмотря на то, что 24 октября банкиры сумели частично поддержать рынок, скупая акции крупными пакетами, попытки стабилизировать ситуацию оказались иллюзорными. Инвесторы, осознавая, что цены акций больше не отражают реальные экономические показатели, продолжили паниковать. В этот день участники рынка столкнулись с резким ухудшением настроений. Продажа акций перешла в массовый масштаб. Трейдеры и мелкие инвесторы стремились срочно избавиться от активов, чтобы спасти хоть часть своих вложений. В течение торгового дня на бирже было реализовано около 16 миллионов акций, число, которое опять стало рекордным для того времени. Эта лавина продаж еще больше усугубила падение котировок, так как многие покупатели исчезли с рынка, не желая покупать активы по столь заниженным ценам в условиях паники. Одной из ключевых причин такой острой реакции стало то, что многие акции были куплены с использованием заемных средств на марже. Когда стоимость акций начала падать, брокеры стали требовать немедленного пополнения средств, так называемых маржинальных требований. Многие инвесторы не смогли выполнить эти требования, что вынудило их продавать активы в спешке и по еще более низким ценам, усугубляя эффект домино. Психологическая неуверенность и страх потерять сбережения охватили рынок, приводя к еще более массовым распродажам. В попытке предотвратить полный коллапс, ведущие банкиры и финансовые институты предпринимали меры для поддержания акций ведущих компаний. Однако их вмешательство, хоть и привело к кратковременному восстановлению котировок в начале дня, не смогло остановить негативную динамику. Инвесторы все активнее осознавали, что ситуация выходит из-под контроля, и доверие к фондовому рынку резко падало. На фоне Черной пятницы банкиры оказались не в состоянии выполнять свои кредитные обязательства, а многие заемщики потеряли способность погасить маржинальные кредиты. Это привело к цепной реакции – банкротство, отток депозитов и сокращение кредитирования, что в конечном итоге вызвало массовую безработицу и глубокий экономический спад. Утрата миллиардов долларов капитализации в один день продемонстрировала системные проблемы, слабость банковской системы, чрезмерную спекуляцию и недостаток ликвидности. Панические распродажи 25 октября 2029 года стали сигналом для инвесторов о том, что время для коррекции прошло, и последующие дни, черный понедельник и черный вторник, лишь подтвердили масштаб надвигающейся экономической катастрофы. После кратковременного восстановления в пятницу 25 октября, когда банкиры сумели частично стабилизировать рынок после черного четверга, понедельник 28 октября стал первым сигналом о том, что ситуация далеко не улучшилась. Инвесторы, увидев, что даже попытки поддержки не смогли устранить накопившийся страх, вновь начали массово продавать свои акции. В понедельник утром биржа вновь открылась в состоянии глубокого недоверия. Котировки акций начали стремительно падать уже с первых минут торгов. Множество инвесторов, особенно те, кто покупал акции в кредит, столкнулись с маржинальными требованиями. Брокеры, вынужденно требуя пополнения депозитов, создавали эффект лавины. Если кто-то не мог внести необходимую сумму, его позиции принудительно ликвидировались, что еще больше давило на цены. В отличие от предыдущего дня, когда благодаря вмешательству крупных банков на рынке все еще находились покупатели, в черный понедельник массовое отсутствие ликвидности стало очевидным. Инвесторы, стремясь сохранить хоть что-то от своих вложений, спешили продать акции, но практически никто не осмеливался их покупать. Это привело к экспоненциальному росту объема продаж, а биржевые клерки не справлялись с обработкой огромного потока приказов. Черный понедельник стал знаковым не только из-за технического падения цен, но и как психологический сигнал для всех участников рынка. Страх и неуверенность достигли критического уровня. Инвесторы поняли, что попытки стабилизации накануне оказались временными, а фундаментальные проблемы, спекулятивный пузырь, чрезмерное кредитирование и отсутствие реального роста не исчезли. Этот день стал предвестником еще более разрушительной череды событий, которая в последующие дни окончательно привела к полному коллапсу рынка. «29 октября 1929 года стал моментом,
который вошел в историю как один из самых страшных и разрушительных дней. После нескольких дней резких падений на фондовом рынке, когда первые признаки катастрофы уже проявились, черный вторник стал апогеем ужаса, охватившего Уолл-стрит. Этот день оказался не просто очередным спадом, а настоящей панической бурей, в которой инвестиции миллионов людей исчезли в мгновение ока. С самого начала торгов в тот день на Нью-Йоркской фондовой бирже развернулась настоящая бойня. Эффект домино стал неотвратимым. Каждый проданный актив лишь ускорял падение цен, создавая непрерывную спираль распродаж. Инвесторы, охваченные безудержным страхом потерять все, стремились избавиться от акций, не оставляя пространства для покупателей. Биржевые клерки не успевали обрабатывать поток ордеров, а тикеры, заполняя экран, менялись с такой скоростью, что цифры часто не успевали за реальностью. В течение первых 3 минут торгов было продано около 700 тысяч акций компании US Steel, чьи акции еще недавно стоили $186, через несколько минут они стоили уже $179. На секундочку, на тот момент компания US Steel была одной из крупнейших в Америке. Этот момент стал ярким символом того, насколько катастрофично менялся рынок. К концу дня было продано около 17 миллионов акций, что не имело аналогов в истории. Это был не просто рекорд, это было абсолютное истощение покупательской способности и окончательная потеря доверия к финансовой системе. Черный вторник стал финальной чертой для многих инвесторов. В течение нескольких часов их портфели обесценились до неузнаваемости, а миллиарды долларов капитализации исчезли с лица земли. Массовая паника и ликвидация активов по марже стали катализатором для цепной реакции. Банки, выдававшие кредиты на покупку акций, столкнулись с волной неплатежеспособности со стороны своих заемщиков. Это вызвало банкротство крупных банков, а вкладчики, не имея возможности защитить свои сбережения, потеряли все. Но самым страшным было то, что эффект черного вторника не ограничивался только фондовым рынком. Это было началом массового экономического разрушения, которое охватило всю Америку. Экономика, подорванная спекулятивным пузырем, оказалась в руках паники. Когда стало ясно, что система не может поддерживать искусственно завышенные котировки акций, доверие к финансовым институтам стремительно рухнуло. Это породило еще более глубокую экономическую депрессию, вызвав резкое сокращение потребительского спроса, массовое банкротство предприятий и, в конечном счете, привело к Великой депрессии, одному из самых тяжелых кризисов в мировой истории. Черный вторник 29 октября 1929 года стал кульминацией цепи разрушительных событий, начавшихся с черного четверга и черного понедельника. Рынок, который еще вчера казался неуязвимым, обрушился в самый неподобающий момент. Массовая ликвидация активов, отсутствие покупателей и катастрофическое падение акций показали, что финансовая система страны была крайне уязвима. Этот день стал не просто концом одной эпохи на Уолл-стрит, а символом начала самого страшного экономического кризиса, последствия которого ощущались не только в Америке, но и по всему миру. Потери на американских фондовых рынках оценивались в десятки миллиардов долларов, что в то время являлось невообразимой суммой. К примеру, в Великобритании биржевые индексы снизились на 40%, а в Германии падение достигло 35%. Разрушение финансовых систем США привело к уменьшению инвестиций по всему миру. Многие европейские банки, вложившие средства в американские активы, столкнулись с огромными убытками. В некоторых случаях их активы обесценивались до 50% от первоначальной стоимости. Промышленное производство во многих странах сократилось на 20-30%, что сопровождалось массовыми увольнениями и ростом безработицы, в некоторых регионах до 15-25%. Кредитные линии, ранее доступные для развития бизнеса, внезапно высыхали, что приводило к замедлению экономической активности и росту дефолтов среди предприятий. Экономический спад коснулся и развивающихся стран, где импорт американских товаров и технологий резко сократился, что привело к снижению производства и экспорта. Такие страны, как Аргентина и Бразилия, испытывали падение экспорта на 30-40%, а их национальные валюты потеряли значительную часть своей стоимости. Многие семьи оказались вынуждены сокращать расходы, что привело к снижению потребительского спроса, дальнейшему замедлению экономики и усилению социальной нестабильности. В то же время правительства различных стран пытались бороться с кризисом, вводя меры по стабилизации банковской системы и стимулированию экономической активности, но их условия зачастую были недостаточны перед лицом столь масштабных проблем.
Последовательность этих событий стала катализатором для начала Великой депрессии, самого масштабного и продолжительного экономического кризиса в истории индустриального мира. Обвал фондового рынка стал лишь первым шагом. Банковская система, перегретая спекуляциями, начала массово разрушаться, потребительское доверие рухнуло. В результате кредитирование практически остановилось, промышленное производство свернулось до минимума, и миллионы людей оказались без работы. Правительства различных стран, не сумевшие оперативно отреагировать на кризис, оказались перед лицом беспрецедентных экономических и социальных потрясений. В США, например, президент Франклин Рузвельт запустил масштабную программу реформ «Новый курс», направленный на стабилизацию экономики, создание рабочих мест и реформы банковской системы. Однако последствия обвала продолжались многие годы, приводя к социальной нестабильности, массовым протестам и изменению политической карты мира. Таким образом, цепочка событий от оптимистичных ревущих 20-х до катастрофического обвала фондового рынка не только уничтожила накопленные богатства, но и стала отправной точкой для длительного периода экономической депрессии, который затронул весь мир и определил дальнейшее развитие мировой экономики на десятилетия вперед. Илья, так а как это привело Гитлера к власти? А смотрите, после Черного вторника экономический кризис охватил весь мир. Великобритания, Германия, Франция и другие страны, включая развивающиеся экономики, погрузились в рецессию. Соединенные Штаты утопали в безработице, а количество банковских банкротств выросло в несколько раз. Экономические проблемы стали благодатной почвой для подъема экстремистских и популистских движений. В Германии, где последствия Первой мировой войны и условия Версальского мирного договора уже создали почву для недовольства. Экономический кризис стал катализатором для прихода к власти нацистов. Адольф Гитлер и его нацистская партия использовали массовое недовольство и обещание вернуть стране прежнюю славу, став основным политическим игроком в конце 30-х годов. Но представьте, страна обложена огромными репарациями, которые она платила почти 13 лет. Для ремарки, в 1932 году репарации были окончательно отменены, хотя Германия и 1/4 их не выплатила. В ней в то время и так голодное, бедное, безработное население живет в послевоенное время, а тут еще и мировой финансовый кризис, который еще на 35% уничтожает экономику. Ну и как вы думаете, кого народ выберет? Им нужен, значит, такой сильный, харизматичный лидер, который приведет страну в порядок, кем для немцев, собственно, и стал Адольф Гитлер. В других странах тоже усилились экстремистские движения. В Италии к власти пришел Бенито Муссолини, создавший фашистский режим, который активно пытался расширить территорию Италии и укрепить свою власть в Европе и Африке. В ответ на глобальный экономический кризис многие страны начали вводить протекционистские меры, такие как тарифы и квоты, чтобы защитить свои внутренние рынки. США, например, приняли закон Смут-Хоули в 1930 году, который резко повысил импортные пошлины. Ответные меры последовали незамедлительно. Около 30 стран ввели свои пошлины против США. Это сократило международную торговлю более чем в половину за несколько лет. Ничего не напоминает? Дональд Трамп в своей политике в первом сроке и особенно сейчас активно использует торговые пошлины как инструмент давления. Он ввел пошлины против Китая, ЕС, Мексики, Канады, угрожал выйти из Всемирной торговой организации, из ВОЗ, НАТО и так далее. Идея та же. Америка прежде всего и защита внутреннего рынка. В результате некоторые отрасли действительно получили краткосрочную защиту, но цены для потребителей выросли. Китай и другие страны ввели ответные меры, сократив импорт американских товаров. Это уже создало напряженность в глобальной экономике, тем более, что мир еще не до конца пришел в себя после пандемии. На этом фоне, как и 100 лет назад, в мире усиливаются авторитарные тенденции и конфликты, как экономические, так и военные. Вернемся еще раз в прошлое. Когда страны стали фокусироваться на защите своих экономик, международные отношения стали более конфликтными. Это также привело к ослаблению международного сотрудничества и укреплению изоляционизма, что в свою очередь затрудняло решение мировых проблем и способствовало нарастанию напряженности. После прихода нацистов к власти в Германии Гитлер начал проводить агрессивную внешнюю политику, стремясь к расширению территорий. Неоправданно высокие репарации, наложенные на Германию по условиям Версальского мирного договора, и экономический кризис лишь усилили социальное недовольство.
Гитлер использовал экономический кризис как предлог для оправдания милитаризации и восстановления военной мощи Германии. После его прихода к власти Германия вышла из Лиги наций, это был предшественник ООН, перестала выполнять условия Версальского договора и начала наращивать свою армию. Это стало одной из причин, которая привела к резкому ухудшению отношений между Германией и другими европейскими державами. В Азии Япония, столкнувшаяся с экономическими трудностями, также стала искать пути выхода из кризиса. На фоне мировой депрессии Япония начала агрессивно расширяться в Китае и других странах Восточной Азии, стремясь контролировать новые рынки и ресурсы. Японский экспансионизм, включая вторжение в Манчжурию в 1931 году, стал одной из причин, приведших к нарастанию международных конфликтов и созданию напряженности, которая позже превратилась в Тихоокеанский театр Второй мировой войны. В условиях Великой депрессии Лига наций, созданная для предотвращения международных конфликтов, оказалась неспособна эффективно реагировать на агрессию и политические кризисы. Лига наций не смогла предотвратить захват Маньчжурии Японией или агрессивные действия Италии и Германии, что ослабило доверие к международным организациям. В условиях экономического хаоса многие страны начали усиливать свои военные возможности, что способствовало росту милитаризма и подготовке к самому страшному и кровавому конфликту в истории человечества.